Здравствуйте, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Горшочек Вари. Куриное филе, пожалуй, один из самых диетических продуктов и отлично подходит всем, кто придерживается правильного питания и следит за своим здоровьем. Но многие не очень любят этот продукт, поскольку зачастую филе получается сухим и безвкусным. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом сочного запеченного куриного филе с начинкой. Преимущество этого блюда в том, что его можно подготовить заранее, оно порционное, готовится легко и просто из самых обычных продуктов и при этом отлично подходит как для обычного обеда или ужина, так и прекрасно можно будет удивить своих гостей. Итак, давайте готовить. Куриное филе необходимо замариновать, и для начала подготовим маринад. В чашу добавляем 4 столовые ложки майонеза 72%, но можно использовать и с меньшим процентом жирности. Ложим 2 столовые ложки соевого соуса терияки, 1,5-2 чайные ложки сухого чеснока, 1/3 чайной ложки красного перца и 1 чайную ложку черного молотого перца. Также добавляем 1 чайную ложку соли мелкого помола и лавровый лист, который предварительно ломаем. Маринад хорошо перемешиваем и пока отставляем в сторону. Сейчас займемся куриным филе. У меня 2 штуки общим весом 700 грамм. С внешней стороны каждого филе острым ножом делаем неглубокий надрез. И с двух сторон подрезаем вот такие кармашки для будущей начинки. Чтобы в результате получилась лодочка. Еще раз. Сильно не разрезаем, чтобы не повредить филе. Надрезаем с одной стороны и с другой. Делаем вот такие заготовки. Погружаем подготовленное таким образом филе в маринад. И отправляем в холодильник минимум на 6 часов. В идеале сутки-полтора. Пусть хорошо промаринуется. Тем временем подготовим начинку. Сегодня у меня сырно-овощная. Половинку маленькой луковицы режем мелким кубиком. Также нарезаем шампиньоны. Обжариваем. Когда лук начинает делаться полупрозрачным, добавляем на сковороду нарезанные шампиньоны. Если жидкости немного, можно долить воды. Добавим несколько листочков лаврового листа. Грибы слегка подсаливаем и перчим. Также сюда добавляем щепотку адыгейской соли, совсем чуть-чуть. Но если у вас ее нет, ничего страшного, можно и без нее, тоже будет вкусно. К протушенным грибам добавляем 2 столовые ложки сметаны, тушим еще пару минут и снимаем с огня.
займемся помидорой. Сегодня я буду запекать только 2 грудки, поэтому мне для готовки необходима только половинка помидоры. Половинку разрезаем на 2 части, солим, перчим и отправляем в гриль в режиме запекания, либо режим гриль на 180 градусов 18-20 минут. По готовности не забываем снять шкурку с готовых помидор. Пришло время фаршировать наши лодочки. Сейчас подготовим фольгу. Ложим грудку на зеркальную сторону фольги и начиняем ее начинкой. Сыр я сюда сегодня ложу плавленый, со вкусом грибов. Одной пластинки достаточно. Добавляем помидор. Заворачиваем наше филе, чтобы весь сок и аромат остался внутри наших лодочек. Перекладываем заготовку в чашу аэрогриля. Со второй грудкой поступаем аналогично. Выбираем программу запекания. Температура 180 градусов. Выставляем время 30 минут. Ну что ж, время пришло. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Здесь я замеряю температуру внутри нашей грудки. Как видно, температура уверенно ползет вверх, как и должно быть. Вот такая аппетитная она у нас получилась. Наша грудка готова, давайте ее разрежем. Вы не представляете, какой аромат исходит от этого блюда. Вы только посмотрите, насколько это мягкое, сочное и очень аппетитное блюдо. Филе можно полить выделившимся соком, отчего оно будет еще вкуснее и ароматнее. Вкус у этого замечательного блюда очень нежный, приятный, с благородным ароматом грибов и специй. Такое блюдо выглядит очень аппетитно, готовить его совсем не сложно, а подавать его можно как самостоятельное блюдо или с любым гарниром. Это филе я разрезаю уже на следующий день.
Мясо после холодильника немного уплотнилось, тем не менее оно такое же вкусное. Друзья, пусть этот удачный рецепт не останется незамеченным. Готовьте с удовольствием. Желаю всем приятного аппетита. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк, мне будет приятно. Если вы приготовите это блюдо, тогда напишите свои отзывы в комментариях. Подписывайтесь на мой YouTube канал «Горшочек Вари».